4000 лет назад они знали, что все может исчезнуть. Города могут превратиться в руины, царства могут превратиться в пыль прошлого, имена могут быть забыты. Но они сделали то, чего почти никто до них не делал. Они оставили свой голос. Не на камне, не в золоте, а на простых кусках глины, которые должны были пропасть вместе с ними. Сегодня археологи поднимают эти таблички из песка и обнаруживают не просто записи древнего народа. Они находят мысли людей, которые жили настолько давно, что между нами и ними лежат тысячи лет истории. Но самое удивительное не то, что они писали. Самое удивительное, о чем они думали. Мы привыкли видеть шумеров как создателей первых городов и одной из первых письменных систем человечества. Но настоящая загадка начинается не в их достижениях, она начинается в их вопросах. Почему человек видит сны? Почему приходит болезнь? Почему одни города процветают, а другие исчезают? Почему судьба человека кажется частью огромного порядка, который невозможно увидеть? Шумеры пытались найти ответы, и они записывали свои поиски на глине. Они оставили нам не только имена царей и списки товаров, они оставили страхи, надежды, мифы и попытки понять мир, который казался им таким же сложным и непредсказуемым, каким он кажется нам сегодня. Но есть одна проблема. Мы можем читать их слова, но можем ли мы действительно понять их смысл? Каждый новый перевод открывает одну дверь и создает несколько новых вопросов. Один знак может изменить значение целой таблички. Один найденный фрагмент может заставить пересмотреть историю, которую считали давно завершенной. И чем больше мы узнаем о шумерах, тем сильнее становится ощущение, что эта цивилизация оставила нам не ответы, она оставила нам загадку. Возможно, самые важные тайны прошлого не спрятаны в потерянных городах и забытых храмах. Возможно, они уже давно лежат перед нами, в музейных хранилищах, на старых фотографиях раскопок, в нескольких строках клинописи, которые еще предстоит понять. Этот канал — путешествие в мир, который исчез, но не замолк. Здесь мы будем возвращаться к древним текстам, изучать археологические открытия и искать смысл в историях людей, которые жили тысячи лет назад. Не ради красивых легенд, не ради сенсаций, а ради одного простого вопроса: что хотели сказать нам люди, которые знали, что однажды их мир исчезнет? Возможно, они оставили послание будущему, и, возможно, спустя 4000 лет мы только начинаем его читать. Если вам интересны забытые цивилизации, древние тексты и истории, которые до сих пор хранят больше вопросов, чем ответов, присоединяйтесь к этому путешествию. Поддержите канал лайком, чтобы больше людей смогли открыть для себя этот забытый мир. А если вы хотите вместе с нами читать древние таблички, разбирать загадки прошлого и находить истории, которые скрывались тысячи лет, переходите на канал. Возможно, следующая находка уже ждет, когда кто-то впервые за много веков снова услышит ее голос.